Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Сегодня мы с вами вяжем двуцветный узор, очень такой интересный узор. Я вязать буду из шнурочка Карамель Бэби 2 мм и использовать вот такую вот пряжу Alize Велюта. Да, то есть в качестве второй ниточки возьмите совсем другую по составу пряжу. Можно взять это полиэфирный шнур, да, а вы можете взять хлопковый шнур, шнур с люрексом, какую-то другую совсем ниточку, именно вторую, да, и у вас получится красивый интересный узор. Итак, приступаем к вязанию. Также буду вязать крючком номер 3,5. Итак, нам необходимо набрать количество петель, которое делится на 4, плюс 2 кромочные петельки. Итак, для образца я наберу 20 воздушных петелек плюс 2 кромочные. Итак, набрала 20 петелек плюс 1 вторая петелька кромочная. Итого у меня получается 22 воздушные петли. Так, теперь вводим вторую нашу ниточку. У меня это пряжа Alize Puffy, как я и говорила. Смотрите, провязываем первую вот воздушную петельку, пропускаем, во вторую провязываем, захватывая эту ниточку, просто столбик без накида. Вот таким образом мы ее закрепили. Небольшой хвостик оставляем. И далее 4 воздушные петли, 3, 4, и в четвертую, 1, 2, 3, 4, цепочку из воздушных петелек мы провязываем просто столбик без накида. И так до конца ряда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. В четвертую столбик без накида. То есть это вторая ниточка у нас, как бы она идет посерединке. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 внизу. До конца ряда мы вяжем таким образом. 1, 2, 3, 4. Так. Столбик без накида. И в последнюю петельку. Она как раз у нас будет четвертая. 1, 2, 3, 4. Тоже провязываем столбик без накида. Так. Вот, видите, мы немножко подтянули. За счет этого мы оставляем небольшой хвостик. Так, смотрите, как теперь мы фиксируем ниточку, чтобы перейти на второй ряд. Просто соединительной петелькой. Вот таким вот образом. Мы подняли эту ниточку. И она у нас получается автоматически вот так вот идет вверх. Далее набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И по серединке, вот здесь вот в арочку, да, мы провязываем столбик без накида. И теперь получается у нас вот эта зеленая ниточка, она как бы идет внизу и сверху арочки. Снова 1, 2, 3, 4. Провязываем столбик без накида, одновременно поправляя вот эту вторую ниточку. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, 4. Так. Ниточку вот эту вторую поправляем, чтобы она красиво ложилась посерединке. Смотрите, как получается. 1, 2, 3, 4. Так. Вот. А теперь в конце ряда запоминайте, что мы будем делать. Мы набираем одну воздушную петельку и делаем накид. Только мы провяжем не столбик с накидом, а полустолбик с накидом. Вот. Идем в эту петельку, захватываем нашу зеленую ниточку и провязываем вот такой вот полустолбик с одним накидом.
Так, а теперь мы делаем воздушную петельку, соединительную петлю, чтобы поднять нашу ниточку вверх. Разворачиваем наше вязание. И вот сюда мы провязываем столбик без накида. Смотрите, вот сюда. Провязали столбик без накида. И далее мы снова набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И захватывая посередине арочки таким образом, чтобы наша зеленая ниточка была и внизу, и вверху. Снова делаем вот такие арочки. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4. Три, 4. Так, и до конца ряда мы провязываем 1, 2, 3, 4. Смотрите, идем вот в эту петельку последнюю и захватываем зеленую ниточку. Провязали столбик без накида. Опять же, чтобы перенести нашу ниточку на следующий ряд, просто соединительной петлей мы ее как бы поднимаем. И дальше вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки и снова делаем арочку. С этой стороны так. Когда дойдем до этого угла, я еще раз вам покажу, что мы будем делать с этой стороны. То есть здесь вы увидели, да, здесь у нас будет, когда мы начинаем новый ряд, 4 воздушные петли. Так, провязываем 3, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Все, а смотрите, когда будем подходить к концу этого ряда, мы вяжем воздушную петельку и полустолбик с одним накидом провязываем. Так, идем вот в эту петельку и, захватывая зеленую нашу ниточку, мы провязали этот полустолбик. Вот так должно получаться. Далее у нас воздушная петля и соединительная петелька для того, чтобы поднять ниточку на новый ряд. И здесь в начале мы провязываем столбик без накида. Вот как мы делаем вот этот край. Давайте еще раз пройду до конца ряда, еще покажу, как мы еще в конце вот этого ряда провязываем. 1, 2, 3, 4. То есть с одного края мы делаем так, как я вам сейчас показала, а с другого краешка мы делаем немножко по-другому. Там проще. 1, 2, 3, 4. Все, и в конце ряда мы просто провязываем 4 воздушные петли. Да, захватывая ниточкой, идем вот в эту петельку, провязали столбик без накида и далее соединительной петелькой переводим нашу ниточку на второй ряд. И снова провязываем 4 воздушные петли. То есть как вязать с одной и с другой стороны, с одного края и с другого края я вам показала, чтобы краешки у нас были ровными. Далее вяжете самостоятельно. Я сейчас покажу, что у меня получилось. Итак, получается вот такой узор. Смотрите, узор
одинаково хорош как с одной, так и с другой стороны. Ровненько по краям, смотрите, с одного, с другого края, с одной, с другой стороны. Очень красиво, когда использовать, конечно, да, другую по составу ниточку. Вот как здесь у меня ниточка Alize Puffy. Также красиво будет использовать какую-то ниточку с люрексом, какую-то такую лохматую ниточку. Очень получится красивый узор, который можно использовать для одежды, для пледа, для наволочек на подушку и так далее. Смотрите. Вот как смотрится узор с двух сторон. Если вам полезен был мой видеоурок, мой мастер-класс по вязанию вот такого вот двухцветного узора, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!